Не снимай, не выкладывай. 13 апреля, девчонки и мальчишки. В это время я уже приехал в Москву. Сложно мне представить, чем я там занимаюсь, но я сейчас в Москве. Но ты сейчас смотришь этот бложик. И вот я сейчасшний тебе передаю привет и себе. Очень надеюсь, что у меня сейчас в Москве все хорошо. Что я доехал прекрасно. Сначала я заселился к Димке, и мы с ним там чего-нибудь делаем. Там в гараже жарим шашлык или шарохаемся по Москве. В общем, я надеюсь, у нас все хорошо. А сейчас вот здесь, 13 апреля, именно вот здесь, я придумал себе такое занятие. Значит, водительское сиденье сзади у меня почему-то порвано по швам. Просто по швам. Надо зашить. В общем, где-то с полгода назад когда я пригонял этот куб, не полгода, в сентябре. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ни хрена больше, чем полгода, прикинь. Я показал эту дыру и сказал, что мне надо зашить, но мне нужны хирургические иглы. И моя подписчица принесла мне эти иглы, за что ей огромное спасибо. И привет из бложика. И прямо сейчас я буду зашивать. Сейчас мы с тобой рассмотрим этот разрыв подробнее и будем что-то с этим делать. Надеюсь, вот сейчас, когда я в Москве, это какое число? Примерно 3, 4, 5, да, когда я вот сейчас буду в Москве, надеюсь, погода будет хорошая. Но этот бложик выйдет, сейчас тебе скажу, какого числа. Этот бложик выйдет 18 мая. Представляешь? О, наш друг Игорек на месте. Но я сейчас к нему не пойду, я буду зашивать. Попробую зашить. Встали черти как. Встали черти как. Сейчас я вот тут прижмусь, короче, и мы переместимся назад и будем пробовать шить. Так. Нитки у меня в рюкзаке. Сейчас тебе покажу. Я взял на всякий случай с собой и медицинские нитки, и обычные. Вот. Вот обычные. Не угадал. Не угадал. Почему-то я решил, что у меня коричневое сиденье. Ну, в принципе, там сзади непонятно. Вот такие нитки взял. Но тут очень мало ниток, если честно. Поэтому надеюсь, что мне хватит, но сомневаюсь. И вот такие иглы. Вот такие вот. Если что, попробуем шить ими. Перемещаемся назад. Так, там что у нас открыто? Открыто. Здесь сзади чуть тесновато, поэтому мы двинемся вперед. Немножечко сначала. Вот это вот пи-пи-пи. Вот, видишь? Это вот собачья у меня подстилка, на которой собака у меня есть. И в дороге я буду использовать вот эту тряпку как зашторивалку. То есть буду зашториваться. Так, здесь ни хрена. Надо ее засунуть куда-нибудь, чтобы она ровненько полежала где-нибудь и расправилась. Никогда у меня не было вот такой книги, а теперь есть на русском. Кайф. Любую херню могу разобрать и собрать на этой машине с помощью этой книги. Так, зонтик тоже сюда. Прокладку туда куда-нибудь ее кину. Пригодится когда-нибудь. Вот. Тут очень классно сделаны чехлы. Правда, я не особо понимаю, зачем вот это было сделано, вот эти замочки. Потому что чехлы здесь приклеены к сиденью. Потому что тут имеется вот такая вот впадина. Вот такая вот, как ты видишь, впадина, видишь? И если это сиденье не приклеить к... Вот здесь оно, кстати, как будто не приклеено. Если это сиденье здесь, видишь, более-менее плоско. Хотя тоже имеются перепады. Если не приклеить, то оно будет вот так торчать. Тряпка будет натянута. И только когда ты садишься, оно будет расправляться. Значит, сейчас я думаю расстегнуть вот так. Здесь тоже застежечка такая вот имеется. Вот такая вот, короче, хитрая.
Вот так вот выколупываем ее. И со спокойной совестью вот с этой стороны зашиваем. Значит, обнаружил самый сложный момент, где, может быть, мне понадобятся плоскогубцы. Вот это вот, видишь, пластик. Но он тоже прошитый. Значит, в нем не должны быть дырки. Но я боюсь, что руками я это... Тут, видишь, уже надорвалось немножко. Это плохо. Короче, что нам надо сделать? Нам надо вывернуть наизнанку и вот так вот пробежаться. Так вот. В общем, это иголки же для операций. И я думаю, я спокойно, если что-то сделаю не так, могу пришить себя к этой сидушке запросто вообще. А вообще, я думаю, зря я заморачивался с этими иголками. Можно было взять простую иглу, и было гораздо удобнее, потому что я же все открыл здесь. Шеи не хочу. Иголка примагничивается к телефону. Короче, я же швея такой. Обычно я на машинке шью. Наконец-то до меня дошло, раз у меня вот такая игла. Я же могу шить вот так вот. Нык, нык, нык. И в узелок завязывать это все. Как вот сейчас вот я сделала. Что офигенно с этой ниткой. Она, хрен знает, как она вдета в эту иглу. Но она, ее можно тянуть, прям натягивать. Она хрен порвется, короче. Теперь самое сложное. Вот эта пластиковая хрень. Как ее проштопать? Значит, этими щипцами очень сложно зажать иглу. Но я вот взял вот такие. Вот, попробую такими сделать. В общем, спустя всего 3 стежка иголке стало плохо. Ну, плоскогубцами я ее хватаю уже. Я уже ее согнул, разогнул, снова согнул, снова разогнул. И я прям сомневаюсь, что она еще 2 стежка хотя бы сделает. Но пробуем. Последние сантиметры. Сантиметр, можно сказать. Здравствуйте. Да, и после, как освободитесь, 404. Угу. Давайте на связи. В школу отправили? Зачем? Вы зачем деньги платите? А? Про себя, господи. Ну вы-то добавили левофлоксацин? Да я вам выпишу рецепт, отправлю вам, буквально сфотографирую, отправлю его. Какие проблемы? Господи. Ладно, все. Давайте. Привет, Пойдет. Что Да. такое? Что порвалось? Да, я еще купила, но уже было рваное. Подшить немножко. Так. А это чехлы, да? Или они... Как ни странно, выглядят они как чехлы, но на самом деле они приклеены к сидушке. Сидушки? Потому что у них вот здесь, видишь, как бы отрицательный вот угол. у них, да? Они Да, не снимаются. они вогнутые. Если их не приклеить, они будут топорщиться как бы. Ну, значит, родные. А вот эти, наверное, снимаются, слушай. Не, они не к Тоже тем, не снимаются? которые я пробовал. У меня был куб, я пробовал снимать. Ни хрена они не снимаются. Они все равно приклеены. Ну, Где-то они, может, от старости. Видишь, я тяну, она не отрывается от сидушки. Она приклеена прям. Ну, они чистые, слушай, вон есть эти, Я же- моют и вообще Я же, идеально когда все. его пригнал, я весь салон с мылом мыл. И с моющим пылесосом. Вот. Ты еще здесь? Или поехал? Здесь. Я пришел недавно. Ага. Сегодня репетиция. У нас. Видал, какое богатство. Ну, ты прям хирург, ну вообще Какая дела. ученица-то. Вот здесь заплатка. Прикольная штука такая. Чик. Вот здесь вот так вот заплатка. Ага. А нет, с той стороны. Дырка была, да? Вот эти крылья родные. Угу. Багажник менен. Капот менен. Угу. Двери все менены, наверное, раза на 3. Лайба. Не гниет. Ха. Видишь, вот красить надо. Чего вот они покрасили 3 года назад? Что это такое?
М5 красили. Кучу Да, денег кстати, отдал. косячков есть при ближайшем Да, рассмотрении. приличие же перекрасил. Как Ну. за них перекрасил? Камера есть. Крылья перекрасил. Угу. Не гниет. Вот это крылья вот эти, кстати, совпадают с дверьми, а то почему-то не совпадает, да? Ну, Колеса, блин, у тебя козырные вообще. То ее. Хера себе. ну это я поставил японские. Но слушай, руль не крутится при них. Ну, широкая просто резина. Да нет, она не Может, тебе широкая. гидрач надо сюда внедрить? Вроде пока справляюсь. Нифига у тебя магнитолка-то стоит. Ого-го. Так у меня еще сиденье с подогревом. Охренеть. У С меня электроприводом, да, еще? Электропривод моего сиденья, он двигается туда-сюда. Так что... Крутяк. Мне Блин. надо что-то. Панелька, конечно. Менять шило на мыло, знаешь, сейчас, Саша. С стеклоподъемниками сейчас никого не удивишь. Ну да. Магнитолами, любые, пожалуйста, бери, ставь. Ну да. Блин, ну да. На улице прохладно, отопления нет. И все. Веселуха, блин. Такое себе. С обучалки осталось еще. Вся ботва. Вот думаю, стереть или для какого-нибудь ученика оставить. Оставлю, наверное. Ноты писать меня никто не учил. Я просто примерно смотрю, как она пишется. А там уж насколько почерк позволяет, как бы. Настолько пишу. Сыграть тебе что-нибудь, что ли?
Я, конечно, понимаю, что я приборзел, но оно держится. В любую поездку всегда я беру с собой пэт. Просто на стол положить и подолбить. Подушки валяться в машине, например. Встал где-нибудь, просто лег, отдохнул. Мало никогда не бывает. Спальник. Хрен его знает, вдруг холодно будет. Плед. Вот в длинного куба много чего влазило. В короткого я не уверен. Так что вот у Игорька Волгарик держится вроде бы. Вроде бы держится, да? Ну, следы эксплуатации имеются, как говорится. Игорек у нас врач. Видишь, у него бандана. Это все. Пойду, короче, плоскогубцы отнесу в свой этот чемодан с запчастями. Батя тоже давай, говорит, мне тоже за шею. Я говорю, ну снимай. Чехол. Тут опять пусто почему-то. За каким-то хреном. Куда-то уходит, куда я не понимаю. Масло не буду менять, потому что за дорогу я его буду доливать. Я так понимаю, что буду доливать его постоянно. Очень мало. Мало. По идее, надо купить. Надо взять денежку дома из заначки на дорогу и купить сюда масло. Приехал к бате в гараж. Я говорю, снимай чехол. Он говорит, так шей. Ну ладно. Не снимай, не выкладывай. 14 апреля, девчонки, мальчишки. Вчера, значит, по прогнозу обещали сегодня 19 градусов тепла, представляешь? Я думаю, сегодня или никогда мы должны покрасить крыло и поставить его. Поэтому сейчас едем на базу, подбиваем все, что у нас там есть. Что у нас там есть? Какой у нас там есть грунт? Какая наждачка? Есть или нет обезжирка? Липкая салфетка. В общем, смотрим, что есть, чего нет. Потом едем в магазин, добираем то, чего надо, и едем в гараж. На улице сегодня хорошо. Так, где мой тревожный чемоданчик? Ступки какие-то. Блин, выбросить надо уже давно. Зачем они тут стоят? Вот, кстати, баллон. Так, и обратно, чтобы они тут не стояли. Так, поглядим. Так, это баллон для печки, на которой буду что-нибудь кашеварить. Здесь все наждачки. По переходам как это называется, растворитель для переходов. У меня переходов не будет, я крашу целиком, просто крашу. Ну что, педалим в кузовок. Это магазин, где затариваются все жестянщики города. Вот сегодня еще время останется, вот это безобразие тоже надо будет. И если краска останется. Взял все, едем в гараж пока что. Ржу не могу. Батя мне подготовил крыло для покраски. Видал как? Ну а что, классно? Только его надо чистить еще вовсю, зашкуривать. Смотри, сколько пыли. Сейчас зашкурим по бырику. Вот, сейчас я его помою немножко, затру. Вот мои причиндалы все. У меня есть тут брусочек и специальная штука, на которую наматывается вот эта хрень. Начала потихоньку сдирать крыло. И что мы тут видим? Это либо шпакля, либо, я не знаю, либо это грунт какой-то.
смотрю, открытый, думаю. Я тут копошусь. Ладно, что, моешь машину? А вон крыло сейчас красить будут. Сам, что ли? Да. Нифига себе. Сейчас затру, загрунтую. А ты что, с этих, с баллончиков, да? Да. С баллончиков-то получится, может. Самое главное. Не получится, на металлон сдам. Обижи. Крыло, что ли? Да. Что ты ж богатый был. А какой ты хочешь? Вот это. Так оно хорошее ж крыло. Оно не в цвет. А, ты его хочешь поставить или наоборот снял? Поставить. У меня вон ржавая все стоит. Я его сейчас зашкурю, покрашу в цвет и А поставлю. что, рыжики убрать нельзя? А там же это, смотри, Насквозь? там нету железа-то. Всё. Это ты что, на разборке берешь, да? Ну да, во Владике. Ух ты, ну что, сейчас цены-то упали, гляжу на машину, да? А я не слежу что-то, я Не вот следишь? купила все. А я вот смотрю, что-то мне приходит часто, блядь, Ага. смотрю сейчас. Уже все упали. Я Лагус хотел взять себе, Ага. а потом думаю, пока вот есть. С грунтом тоже лажа вышла. С липкой салфеткой тоже. Она была пропитана каким-то клеем. Я начал ей обрабатывать поверхность. Липкая салфетка, она должна быть сухая. Или я что-то не понимаю. Чтобы просто собрать опыл. А если такой салфеткой, обмазанной клеем, провести по свежевыкрашенному слою, ну, представляешь, что будет. Нужно этот слой заново сдирать и по новой красить. Я ее выбросил, короче. И до сих пор от нее оттереться не могу. Руки все в клею. Короче, я затер, обезжирил. С клеем лажа, потому что, видишь, вот на той краске сопло, оно такое узкое. То есть оно идет факелом таким широким. А здесь заманаешься вот этим, ну, вот этим, как фонарик светит, короче. Четко им. Хотел переставить эти пимпочки, они разные, короче, не подойдет. Вот, видишь, про что я говорю? То есть, если здесь ты начинаешь красить, она просто факелом так, и все. То здесь факел слишком тонкий, беспонтовый, и ровно покрыть нереально просто. Если посмотреть ближе, видишь, вот пылище вот это. Вот у меня в прошлом году я красила, у меня была такая, знаешь, синенькая салфетка. Ей вот так просто проводишь, и все это снимается. В этот раз я лоханулся и жестко, короче. Ровно баллон на одно крыло. Сейчас подсохнет, сниму опыл и будем шабашить. По-хорошему надо мелкой шкуркой сейчас пробежаться по нему. Сейчас подсохнет, короче, будем делать вещи. Неудобно ни хрена. С одной стороны только удобно красить. Как смог повесил. Чуть повыше бы надо. И от стены его оттопырить надо как-то. Вот где солнце, там уже высохло. А здесь нифига, прикинь. Такие дела. Стачиваю пыл потихоньку. Прям чувствуется, как оно. Ну, вот такая дресня всякая понаприлипала. Полил его водичкой сейчас. Полторашечкой бахну. Сотру всю хрень. Бахну полторашечкой. Всю волосню содрал с нее. Сейчас подсохнет, будем второй слой бахать. И я так краской бахну, как этим грунтом бахну. Из такого дебильного баллона с такой крышкой никакой. То как я с нормального баллона бахну, с нормальной крышкой. Мне кажется, все будет ништяк. Тут, короче, я снизу забубенил потек. Вот он, видишь? Вот он. Потому что тут ни хрена неудобно было. Я его забубенил. Сейчас подсохнет, наждачкой сотру его и все. Тут еще имеются вот такие косяки. Не знаю, видишь ты, нет? Как тебе это показать? Вот такие дыры какие-то. Ничего с ними делать не буду вообще. Вот на двери один цвет, на крыле другой. Это будет третий, вот помяни мое слово. Фу, ну что поделать. Решил, так уж и решил, что. Я заказал краску по коду. По коду, прикинь. Код находится
на табличке под капотом. Сейчас посмотрим, как оно совпадет. А еще у меня сомнение, что этот куб был перекрашен, причем, видишь, у него задняя часть одного цвета, крыло другого. Ой, дверь другого. Порог вообще. То есть он весь разноцветный. Его бы целиком зафигачить бы, подготовить, зашпаклевать всю эту. Так, бахнул вторым слоем. Ждем, пока высохнет. Потом снимаем опыл и начинаем вон той красочкой фигачить. Я читал такие комменты, типа, это типа, зачем ты купил такой куб? Ну, типа в таком ценовом сегменте. Сколько средств, имея, в таком покупаем. Вот тут, видишь, печать какая. То есть дверям прям кирдык. Видал? Ну тут делать уже без толку. Если там... Ну тут уже все. Вот. Ну вот. Покатаемся. Будет гнить, будем делать. Что? Вариантов ноль. Я не знаю, в чем это была эта липкая салфетка. Я первый раз вижу такие липкие салфетки, честно говоря. Я до сих пор от нее отмыться не могу. Просто жесть. Машину отогнал подальше. Я весь в ней до сих пор. Вот, видишь? Не знаю, что ты там видишь. Вот эта щель, она дает факел. То есть я сейчас буду красить сверху вниз, снизу вверх, например. Могу повернуть этот факел вот так прям, чпок, и красить вправо-влево. Но я не знаю, я пока так попробую. Вот баллон 1000 рублей, я его держу и чувствую, как будто у меня гантели в руке, понимаешь, сколько там краски. А эти вот с этим, с грунтом, такое ощущение, что там просто капнули. Нет, он вот так вот херачит. Тяжелый такой. Тяжело. Брызгается собака. Первый слой такой, прям по чуть-чуть, чтобы он просто зацепился за грунт. А уже следующим буду давить. Но баллон давится очень тяжело. Прям очень тяжело. Еще есть такой западло, он каплями брызжет, прикинь. Вот такое дерьмо. Ну, все, сдох. Вот это прикол. Он перестал нажиматься. Че, угораешь, что ли? Все, прикинь. Все, он кончился. Вот и все. И он шипит, чтоб ты понимал. А у меня нет других этих писюлек. Ну все, приехали. Вот эта вот штучка, короче, она сразу была вот такая, видишь, с дефектом. И что ты тут сделаешь, короче? Я так понимаю, что даже если другую поставить, ничего не изменится, к сожалению. Что-то с ним не то. Прикинь, сейчас как даст фонтаном только.
Попробую съездить на базу. У меня там несколько баллонов есть с такой писелкой. Может быть, получится что-нибудь. Батька, тут тоже никаких баллонов нет. С такими пимпочками. Видишь, они разные бывают. Есть, которые с пимпочкой, есть, которые без пимпочки. Этот почему-то без. Хоть шипеть перестала, на том спасибо. Вот тут, видишь, начала она капли поливаться начала. Так вот, где вот прям, где-то прям хорошо прям легло вообще. Где-то вот какие-то сопли какие-то, пыль. Сейчас сгоняю на базу, попробую пимпочку найти хорошую. Жопой. Но эта пимпочка, это хрен с ней, видал у нее, да, дыра какая в этом. Но почему она не нажимается? А если у меня сейчас нет такой пимпочки, что мне делать? Очень сомневаюсь, что у меня есть такой баллон. Поэтому это все фигня. Тоже круглый. Но он не зальет как надо. Это графитка. Не зальет он. А вот она вот такая вот. Вот она. Все. Ну все, я пробовал, пшикнул. Она, короче, тоже какая-то странная. Видишь, у нее прорезь. Но у той эта прорезь была похожа скорее на брак на какой-то. Едем, короче, обратно. Блин, как будто знал, короче. У меня там, помнишь, краска для Тойоты я брал? Тоже подбор, все дела, вот эта вся суета вся была. И там осталось буквально вот столько. И по идее Тойоты уже нет. Я хотела ее выкинуть, короче. Как не... Вот, так что не знаю, как я ее не выкинул. Пипку, видишь, как пригодилась пипка. Не снимай, не выкладывай. Ну что, рябая хрень. Сейчас мы тебя забабахаем. Она сломалась. А? Я-то сюда, может, не это. Не, на солнце надо. Возникает, до солнца. Ой, все, ну ладно, Эй, капли, смотри. наделал. Это ты? А как ты так? Ну вот так течет с баллоном, ну как, блин. На себя не надеюсь. Нельзя. Не только. капли Нет, брать. не лезь. Не лезу, не лезу. Видел, да, всю эту засаду? Я хотел прокрасить нутро. Видел, что баллон капает, и все равно полез туда красить нутро. И накапал на крыло. Ну и тут, конечно, все прям лилось чурком. Вот они. Вот такой вот зехер. Сейчас крыло засохнет. Я это все сточу. И здесь тоже зехер. Голимый зехер просто. Батя вообще просто жесть. Просто. Я аж заорал, говорю. Вот эта вот щель, да, в пипке. Скорее всего, из-за нее вот эти потеки все и случаются. Могу тебе на этой показать. Вот она, видишь? Тут вообще черти что из букубанти. Брак какой-то. Просто она вовнутрь течет. И там тоже. Но других пипок, к сожалению, у меня нету. В общем, с потеками одна возня. Если он один, да, его можно просто тем же баллоном сдуть. Просто сдуть. Вот. Но когда их уже полно, их замучишься сдувать. То есть есть шанс вообще налить. То есть просто оставляешь, он засыхает. Потом его наждачкой стачиваешь просто, и все. И еще раз сверху слоем бахаешь. Еще если сверху лаком бахну, вообще будет похоже вот на это. Стопудово. Сейчас дам ему хорошенько подсохнуть, чтобы не размазать всю эту мазню. Потом наждачкой с водой захерачу. Вот смотри, я покрасил, считай, все крыло. И этот баллон все равно тяжелее, чем этот. Такое ощущение, что тут просто ни хера нет. Ну вот так вот может быть. Где-то вот так налито. Это максимум. Но он легкий прям вообще.
Ну вот, короче, вот по сих пор покрыто лаком, по сих не покрыто. Есть разница, видишь, какой на глаз? Я не вижу вообще. Ой, я заточил все свои потеки. Выглядит страшно, но на ощупь не ощущается. Обезжирил, руки тоже обезжирил, если что. Сейчас быстренько бахну. Насколько успею, оставить надо баллон еще на внутреннюю сторону немножечко. Да, согласен, без потеков было бы классно. Но это все это, если бы этот баллон не тек, мне кажется, было бы лучше. Дырка насквозь. Нет. Как будто темнее. Да? Если смотреть на телефон, то это тоже слишком синее. Да, синее, по-моему. Гораздо. Хотя если... Смотри, как будто одинаковые вообще. Капец. Лаком покрыл. Нам, Юра, вот я у Юрки тоже он это. Смотрит, я помидоры затерялся. Печка отсюда забирает воздух. Может помазать? Чё? Скрипело. Да, и чё? Поводок, смотри, какой ржавый. Жесть. Ну и хрен с ним. Да, гайка, наверное, просто не пойдет, да? А хрен его знает. Не, Ты что, открутил? Да. А зачем сюда простая? А там что-то... Зачем простая, когда есть непростая? Белка там, да? А я даже не знаю, слушай, какая там. Так. Нет, не один. Вот последний болт. Под этой штучкой стоит. Вот такой штучки у меня слева нету. Что еще держит? Что, неужели эта резиночка держит? Странно. Видишь вот эту хрень? На нем висела. Герметик такой. Чик. Поворотки все усосанные. Готово? Давай вместе положим рядом. Посмотрим. Вообще. Разница есть, нет? Как-нибудь то так, что ли? Ну вот на телефон видно, что это темнее. На глаз, в принципе, тоже видно, да? Да. Что оно темнее. Да. Опять же, с какого угла, если посмотреть. Ну да, оно темнее. Ну, это на солнце. Нет, что не темнее. Темнее, темнее. Светлое. Так, ставлю новые заклепочки. Сейчас вот сюда еще поставлю. Но тут самая жесть. Как она есть, как говорится. Все плохо. Фух. Отличается, короче. Ну, как бы хрен с ним. Меня это вообще никак не парит. Главное, оно целое. А перекрашивать и так всю машину, она вся рябая. У нее все. Дверь одного цвета, крылья другого. Багажник вообще молчу. Так. Все. 200 рублей. А что так скажи дешево? Немножко другой цвет. А, мне же надо отъехать, елки-палки. Сейчас собаку посажу сразу. Фу, пишу папсика тут. Кабачок 12 стульев. Все, на новом крыле. Москва. Магнитогорск, Москва. Баллон, конечно, мне поднасрал, блин. Давай. Баллон. Ой-ой-ой. Ну, надо им отзыв написать, что баллон говно.
дворниками перемудрил что-то. Видишь, одного не видно, а один торчит. И он как-то странно. Сейчас. Видишь, этого не вижу, а того вижу. А обычно я обоих видел. Ну там, в принципе, можно его опустить еще. Это крыло тоже, видишь, синее, отличается от двери. Вот в какой-то момент мы с папсиком перегибали его. То есть вот эту штуку вот так перегибали. Какой-то из них. И сейчас вот смотри. Видишь? Почему так получается, я не понимаю. Почему он вот так встает? Видишь, он уже скоро этой пластиковой штучкой будет тереть. То есть его надо снять и перегнуть, короче. И опустить еще пониже можно. Чутка. А может быть, я, скорее всего, неправильно поставил. То есть этот туда надо поставить, а тот сюда. Ну, завтра поставим. Видишь, это крыло я тоже менял. Здесь вот такие вот косяки присутствуют. Ой. Фу, я упикался за сегодня. Сейчас получается 3 часа. Это я с 12, короче, как шальной. Да, прикольно вообще. Сейчас сфотай. А мне нравится, слушай. Прикольно. Вот. Сейчас тебе покажу одну штуку. Вот запоминай этот цвет. И вот он. Вот он. Да? Это родной цвет. То есть, насколько ты понимаешь, двери тут красились. Что? Жди. Сиди, жди. Баллон покупал через мамкин аккаунт. Надо будет отзыв написать. Ну, это непорядок, короче. Я, конечно, с этим баллоном просто замудохался. Не то слово. Считай, из-за него столько косяков нафигачил. Потом переделывал. Но цвет очень прикольный. Мне нравится цвет. Такой, знаешь, такой металлюжный. Если и баллон не размешать, прямо сплошной металлик льется, короче. Фу. На этом закругляю свой вложик. Что-то у меня с мордой. Морда не покрашена. Морда красная, прикинь. Если бы батя не привез мне бутерброд, я бы с голоду сдох. А так, на одном бутерброде весь день. Все, короче. Сейчас спать лягу. Давай, до следующего вложика. Увидимся. Пока. Так. Как ребенок, блин. Красопетка. Красопеточная. Их ты. Пойдем, встанем здесь и спишь. У тебя постелено тут? Да, спецом. Так вот. А, чтобы она видела дорогу. Ну, вот так мы с ней ездим. В Москву в прошлый раз так ездили, она тут сидела. Да, тут же она ее не... Ну, правда, недолго сидела, потом ушла спать, короче. Тебя люблю.